Двое рабочих в тот день, казалось, занимались привычными делами на одном из участков у реки. Но неожиданно их внимание привлекло движение в ледяной воде. Там что-то боролось за жизнь, тщетно пытаясь выбраться из смертельной ловушки. Приглядевшись, они поняли, что это собака, изо всех сил пытающаяся спастись. Не раздумывая ни секунды, мужчины бросились на помощь. Сначала они осторожно пробивали лед, прокладывая путь к животному, а затем, приложив немалые усилия, вытащили бедолагу на берег. Когда собака оказалась на суше, мужчины облегченно вздохнули, но только на мгновение. Внимательнее присмотревшись к спасенному, они вдруг осознали, что перед ними вовсе не домашний пес, а самый настоящий лесной волк. Это открытие могло бы многих испугать, но у рабочих не было времени на раздумья или страх. Волк выглядел настолько измученным, что оказывалось совершенно ясно, он был на грани истощения и сильно переохладился. Мужчины аккуратно подняли его и отнесли к машине, чтобы как можно быстрее доставить к ветеринару. Один из спасателей позже вспоминал: «Я нес его по склону, а в машине положил к себе на колени. Волк сразу успокоился, свернулся клубочком и заснул прямо у меня на руках. Он выглядел таким беззащитным, будто понимал, что мы пришли помочь». Когда они добрались до ветеринарной клиники, специалисты сразу обратили внимание на размеры животного. «Это точно не собака», — заметил один из врачей. После осмотра стало очевидно, что перед ними находится молодой волк, которому около года. Ветеринар объяснил журналистам: волк вел себя настолько спокойно только потому, что был сильно переохлажден. В нормальном состоянии ни одно дикое животное не подпустило бы человека так близко, не говоря уже о том, чтобы дать себя взять на руки. Волк был в критическом состоянии. Его срочно согрели, сделали необходимые уколы, накормили и оставили под наблюдением. Уже на второй день стало понятно, что он идет на поправку. Зверь начал проявлять больше активности, и ветеринары приняли решение вскоре отпустить его обратно в дикую природу. Прежде чем выпустить волка, ему надели специальный ошейник, чтобы можно было отслеживать его передвижение. Когда клетку открыли, животное осторожно выглянуло, огляделось, а затем уверенно побежало прочь, обратно в лес. Это был невероятный момент, когда ты понимаешь, что помог живому существу вернуться домой, поделились рабочие. Эта история быстро разлетелась по округе, вызвав множество откликов. Она напомнила людям, что даже самые дикие животные могут стать беззащитными перед силами природы и что сострадание и готовность прийти на помощь не знают границ. Ведь спасение волка, которое начиналось как стремление помочь собаке, стало примером истинной человечности.